Что произойдет с вашим телом, если отказаться от сахара на месяц? Любители сладкого оправдывают свое пристрастие тем, что глюкоза, содержащаяся в этом продукте, жизненно необходима для организма, поскольку обеспечивает его энергией, стимулирует умственную активность, борется со стрессом. С одной стороны, с такими аргументами нельзя не согласиться. С другой стороны, сахар не зря называют белой смертью. Ежедневно употребляя рафинированный сахар, мы медленно, но уверенно убиваем свой организм. А ведь суточную норму глюкозы можно получать, включив в рацион сложные углеводы, которые содержатся в крупах, овощах и фруктах. Кроме того, можно заменить рафинированный сахар нерафинированным коричневым, содержащим витамины группы В и минеральные вещества. Сколько сахара можно употреблять в день? Взрослому человеку достаточно потреблять в сутки 20-25 грамм сахара, 4-5 чайных ложек, чтобы обеспечивать организм энергией. Максимальное суточное потребление сахара не должно превышать отметку в 50 грамм, 10 чайных ложек. Для детей норма сахара 15 грамм в сутки, что соответствует 3 чайным ложкам. Важно учитывать то, что указанные нормы включают сахар, содержащийся в натуральных продуктах в виде сложных соединений, тогда как от привычного для нас белого сахара следует вообще отказаться. Содержание сахара в продуктах. Вы будете искренне удивлены тому, какое количество сахара содержится в полезных и не очень продуктах, которые часто присутствуют в нашем рационе. Выпивая всего лишь 330 мл напитка Coca-Cola, вы употребляете 9 чайных ложек сахара. Литровая бутылка Pepsi содержит 20 чайных ложек сахара. В 300 мл латте с молоком 7 чайных ложек сахара. Йогурт с фруктовым наполнителем 135 грамм подслащивает нашу жизнь на 5 чайных ложек. В шоколадных батончиках Snickers и Mars содержится порядка 6-8 чайных ложек сахара. Балуя себя плиткой молочного шоколада, вы автоматически употребляете 10 чайных ложек сахара. Если же вы отдадите предпочтение горькому шоколаду, то уменьшите количество сахара до 5 чайных ложек. Сдобная булочка содержит 3 чайных ложки сахара, тогда как пончик в глазури 4 чайные ложки. Завтракая кукурузными хлопьями, мы получаем вместе с этим продуктом 5 чайных ложек сахара. Заливая сухой завтрак стаканом молока, мы получаем дополнительно еще 2 чайные ложки сахара. В одном банане содержится 3 чайные ложки сахара, в грозде винограда или яблоки 4 чайные ложки, в апельсине 6 чайных ложек. Любимые детьми леденцы 100 грамм содержат 12-15 чайных ложек сахара, а мороженое не менее 4 чайных ложек. И если вы думаете, что выпивая 200 мл любимого сладкого газированного напитка или съедая половинку булочки в день, вы не выходите за рамки нормы, вы ошибаетесь. Рафинированный сахар – это яд, независимо от того, какое его количество вы потребляете. Поэтому, говоря о норме глюкозы, мы подразумеваем сахар, содержащийся в натуральных продуктах, коими являются в первую очередь фрукты и овощи. Так чем же вреден сахар, если употреблять его в неограниченном количестве? Почему именно этот продукт называют сладкой смертью? Вред рафинированного сахара для организма. Глюкоза способствует вымыванию кальция, поэтому кости у сладкоежек со временем становятся хрупкими, а это чревато частыми переломами. Кальций необходим и для здоровых зубов. Если злоупотреблять сладким, зубная эмаль истончается, появляется кариес, разрушающий зубы изнутри. Избыток глюкозы – частая причина авитаминозов. И это неудивительно, ведь засахаренный организм не способен в полном объеме усваивать витамины и минералы, поступающие с продуктами питания. Обезвоживание тканей, приводящее к нарушению работы внутренних органов, еще одно последствие бесконтрольного употребления сахаросодержащих продуктов. Увядание кожи и ее преждевременное старение – проблема, с которой сталкиваются те, кто не находит в себе сил сказать «нет» пирожным, шоколаду и сладким газированным напиткам. Больше сахара, больше лишних килограммов, что в итоге может привести к ожирению, при котором жиром заплывают внутренние органы, а это чревато серьезными сбоями в работе всего организма. Метеоризм, колики и диарея – все эти патологические состояния являются следствием переизбытка сахара в организме. Большие объемы глюкозы в крови приводят к повышенной выработке инсулина, а это прямой путь к сахарному диабету. Повышенное давление, закупорка сосудов и сердечная недостаточность также могут стать следствием любви к сладкому. Сахар стимулирует выработку дофамина и серотонина, гормонов радости и удовольствия, поэтому именно сладостями многие заедают свои проблемы. Но такой выход из затруднительных ситуаций ведет к депрессии, поскольку чувство удовлетворения от съеденной плитки шоколада длится недолго, тогда как проблемы никуда не исчезают, а лишь накапливаются. Наконец, чрезмерное употребление сладкого приводит к развитию психологической зависимости, от которой избавиться достаточно тяжело. Таким образом, отказ от рафинированного сахара – первый шаг на пути к здоровой жизни. Если вы все еще сомневаетесь в этом, предлагаем провести небольшой эксперимент и отказаться от сахара всего лишь на 1 месяц. Каким изменениям это приведет, рассмотрим далее. Результаты отказа от сахара.
После 2 дней отказа от сахара вы заметите следующие изменения. Улучшится перистальтика кишечника и нормализуется пищеварительный процесс, в результате чего вы избавитесь от запоров, диарей, вздутия живота и повышенного газообразования. Исчезнут перепады настроения, раздражительность и тревожность, которые мучают сладкоежек даже без видимых на то причин. Надо же как-то оправдывать чрезмерную любовь к сладкому, придумывая всевозможные поводы для беспокойства, справиться с которыми помогает кусочек шоколада или ванильное пирожное. Дети, отказывающиеся от нормальной еды и закатывающие истерики, если их лишают сладкого, станут не только более спокойными, а и начнут употреблять овощи, фрукты и каши, поскольку и 2 дней достаточно, хоть и для незначительного, но изменения вкусовых рецепторов. Но родителям на эти 2 дня придется набраться терпения, чтобы противостоять требованиям ребенка дать ему любимую конфету. Недельное воздержание от сахара сулит вам следующие изменения. Улучшится состояние кожи, которая приобретет естественный цвет, эластичность и упругость. Кроме того, исчезнет жирный блеск кожи и уменьшатся отечные круги под глазами. Вы почувствуете прилив сил и энергии, избавитесь от хронической усталости, ведь ваш организм перейдет в режим самостоятельного поддержания необходимого уровня сахара, а не будет затрачивать внутренние дополнительные ресурсы на то, чтобы подстраиваться под хаотичные поступления сахара извне и скачки глюкозы. Сахар провоцирует выработку кортизола, гормона стресса, вследствие чего и нарушается сон, поэтому отказ от сахаросодержащих продуктов уже через 7 дней отразится на качестве сна. Вы не только будете быстрее засыпать и крепче спать, а и просыпаться выспавшимся и действительно отдохнувшим. Через 10 дней жизни без сахара вы ощутите следующие преобразования. Уменьшится количество вредного холестерина в крови, а следовательно снизится нагрузка на сердечно-сосудистую систему, что приведет к нормализации артериального давления и снижению риска инсульта и инфаркта. А это стоит того, чтобы отказаться от сладкого, особенно учитывая тот факт, что среди причин смерти заболевания сердца занимают 1-е место. Вы похудеете на 1-2 килограмма и сможете удержать полученный результат, если проявите силу воли и откажетесь от калорийных сладких десертов. Через месяц работы над собой и отказа от сахара вы не только закрепите полученные результаты, а и возьмете новые вершины, среди которых омоложение кожи, которая приобретет ровный цвет и здоровый вид. Кроме того, исчезнут угревые высыпания. Избавление от 3-8 килограммов без изнуряющих диет и высоких физических нагрузок. Но это не значит, что отказавшись от сахара, можно переходить на бесконтрольное потребление жареного мяса и забыть о тренировках. Улучшение мозговой активности. Дело в том, что чрезмерное употребление сахара затрудняет межклеточный обмен информацией, вследствие чего тяжелее усваивается новая информация и воспроизводится старая. Нормализация гормонального фона и повышение либидо за счет снижения выработки инсулина, подавляющего синтез тестостерона, гормона, отвечающего за сексуальное влечение у мужчин. Исключение из рациона сахаросодержащих продуктов приведет к увеличению количества полезных бактерий, обитающих в кишечнике, что благоприятно скажется на состоянии иммунитета и работе желудочно-кишечного тракта. Чем можно заменить сахар? Этот вопрос первым возникнет у тех, кто решил отказаться от сахара. Приведем наиболее доступные и полезные продукты, которые помогут пережить непреодолимое желание вернуться к сладкой жизни. Мед – полезный и ароматный продукт, являющийся натуральным сахарозаменителем. Стевия – низкокалорийное сладкое растение, обогащенное витаминами и аминокислотами, реализуется в виде сиропа и таблеток. Специи – корица, мускатный орех, миндаль, стручковая ваниль. Сухофрукты – курага, финики, инжир, изюм. Кленовый сироп. Цитрусовые, лимоны, апельсины, мандарины. Свежие фрукты и сладковатые овощи, свекла, морковь. Ягоды. Экстракт ячменного солода. Исключив из рациона сахар, откажитесь также от фастфуда, консервированной продукции и полуфабрикатов, чтобы принести максимальную пользу организму, сделать свое тело красивым и подтянутым. Ищите источники удовольствия в полезных продуктах, прогулках на свежем воздухе и тренировках. Помните о том, что позитивный настрой, вера в себя и отличное настроение – залог успеха любого начинания.